Социальный геноцид. Сан-Мигель-де-Тукуман, 1200 километров от Буэнос-Айреса. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Iba cargado de culpa y seguía confesando. En su lomo de distancia no cabalgaba ni un pájaro. Детская больница Тукумана. Здесь мы точно ощутили последствия планов строгой экономии, принятых государством. Это хорошо известные планы эры Альфонсин, Менема. Эти меры означали, что больница получила бы огромное количество недоедающих людей, недоедающих детей с их семьями. Можно было предвидеть очень неприятные вещи, ожидающие нас в скором будущем. Неимоверное количество истощенных детей. Мы сказали «довольно». В 1982 мы вышли на улицы, сформировав серьезное движение, поднявшее толпу и распространившееся по всей стране. Но политика продолжалась. Доктор Мигель Легисаман. Политика строгой экономии. Каждый раз это было как удар в спину для нас, врачей. Мы знали, что 4-6 месяцами позже дети, родившиеся в то время, питались бы так плохо, что огромное их количество очутилось бы здесь. Вот почему мы написали этот текст, говоря, другие решают там, но мы видим умирающих детей здесь. Доктор Анхел Гонзалес. Когда мы начали искать, что делать, мы переводили книги с английского. Мы нашли там несколько решений для сбалансирования жидкости, солей и протеинов. Мы были по уши в поисках. А затем вдруг попали на маленькую аргентинскую книжку, написанную человеком по имени Хуан П. Гаррахан. Он написал, недоедание – это социоэкономическая, культурная болезнь, которая может быть исцелена путем предоставления каждому работы. Он не говорит предоставлением всем еды. Вот что спровоцировало то, что мы получили. Безработица – вот причина того, что мы получили. Почему отправляют истощенных детей домой? Что страна делает? Мы имели научный подход, но в этом году проблема стала резко прогрессировать. До сих пор у нас было около 18% недокормленных детей. Сейчас эта цифра приближается к 80%. На мусорных свалках все те же брошенные дети. Беременные девочки 14-15 лет. Дети, которых называют «ничьи дети». Едят только через день. Я не могу сказать 14-летней матери, чтобы бороться с диареей твоего ребенка, тебе нужны качественные продукты, полноценное питание, чистая вода. Это абсолютно неэтично и жестоко. Как я могу говорить это, если она питается на свалке? Эти дети живут на свалке. Выжившие из 3-го поколения недокормленных людей рожают этих детей. Много детей умирают. Те, что выживают, меньше, слабее и имеют низкие интеллектуальные способности. Но они такие же люди, как и другие, с такими же чувствами. Рассматривать их как побочный продукт общества отвратительно.
Они такие же люди, как вы или я. Они имеют такие же права, как и другие. Когда их дети заболевают или умирают, они также страдают, как и любой из нас. Они имеют право на дом с питьевой водой, и ежедневное питание, и работу. Мы говорим об элементарных правах человека. Какие же права у этих людей, когда они так раздавлены жизнью? Я на самом деле чувствую, что определенная часть общества хочет отделаться от этих людей, как от чего-то неудобно раздражающего. Какая часть? Мы знаем кто. Те, кто все захватили. 90% нищих и 10% владеющих всем. Это не система. Мне 54 года, и всегда одно и то же. Все тот же старый режим экономии. Они всегда возвращаются к тому же самому. Им наплевать. Дети, которым нет места за столом, и у которых нет еды. Люди, которых мы не хотим видеть в этой стране, это те, кто рождается, кто живет и умирает, без документов, без права на законное существование. Другая Аргентина, скрытая. Те, кто был исключен, для кого ничего не сделано, кому не разрешено будет рождаться, кто должен быть выкинут из обращения, про кого все же никто не отважится сказать. Давай скроем их. В то время, когда наша страна производит достаточно продуктов, чтобы накормить 300 миллионов человек, уровень бедности, осуждаемый в фильме 1960-х «Час печей», удивительно точно предзнаменовал неслыханный неолиберальный геноцид 1990-х. Излечимые болезни и недостаточное питание вызывают каждый день в Аргентине смерть 55 детей, 35 молодых людей и взрослых и 10 пожилых. В среднем 35 тысяч человек в год. Международные организации. 1998. Эта страна была представлена миру как модель для подражания. МВФ аплодировал Менему в Вашингтоне за так называемое «аргентинское чудо» – Менем Камдесю. Господин президент, эта фотография будет очень важна для меня. Для меня тоже. Говорят, что фотография с дьяволом опасна. Не переживайте. Ответственность нашего правительства за социальный геноцид не оправдывает международные организации или их представителей, США и Европу, или недобросовестные северо-южные коммерческие отношения.
Эти неорасистские программы, которые приносят огромную выгоду за счет изоляции и преждевременной смерти миллионов людей, являются преступлениями мирного времени против человеческого рода. Их авторы не могут уйти безнаказанными. Казначейство Центрального банка. Четверть столетия спустя экономические показатели катастрофические. Общественный и частный долг вырос с 7,8 миллиардов до 170 миллиардов долларов. Еще 150 миллиардов были выплачены за услуги, и такая же сумма была отправлена за рубеж. Аргентина потеряла еще 150 миллиардов из-за сельскохозяйственных субсидий в Европе и США. С 1999 роста не существует, и страна становится на путь девальвации и банкротства. Начало конца. Пройдясь по этим воспоминаниям, может показаться, что действительность не может быть изменена, что грабители победили, и мы в проигрыше. Но все же это не так. Ни диктатура, ни Менем, ни де ла Руа не привели свои проекты в исполнение. И ценности, которые они разбазарили, не потеряны навсегда. Они могут быть восстановлены. Неолиберальная модель привела к массовой распродаже, но не в их компетенции было распродать все. Ни главные общественные банки или большие верфи Рио-Сантьяго, ни атомные электростанции или Ясирита, ни Сальто-Гранде или ЭПЕК. Менем и де ла Руа не могли навязать репрессивные решения или утаить протесты против мафии и преступлений полиции, или остановить настойчивые выступления матерей, бабушек и детей пропавших. Новый дух держал их в страхе. Вся эта борьба, сплочение вылились в социальное движение, которое выросло за десятилетия. Местные организации, пикетерос, полевые кухни и собрания кварталов, захват земли и населенных пунктов, громадный общенациональный марш и сотни других маршей, национальные забастовки, движение CTA, заводы, восстановленные рабочими, очередные массовые митинги пенсионеров, борьба женщин-рабочих, студентов и вкладчиков банков, владельцев магазинов, людей творчества. Все это привело к Большому декабрьскому восстанию 2001-го, такому же, как 17 октября 1945-го и в Кордобе в 1969-м. Историю Аргентины изменили. 20 декабря 2001 года.
Мое сердце плотно заперто. Как оно может выжить? Живя так, я могу сохранить свою шкуру, которая все, что у меня осталось. Моя душа чахнет. Не думай, не протестуй. Даже не пытайся, не вмешивайся. Все равно ничего не имеет смысла. Наши жизни предопределены. В этой апокалиптической комедии мы все предназначены для скотобойни. Мы не избежали того же самого старого пути. Теперь они хотят, чтобы мы исчезли, чтобы задавали вопросы без ответов, чтобы протестовали, никого не беспокоя, одомашненные, нейтрализованные, парализованные. Когда мы проснемся? Работы нет, можно вполне и развестись. Человеческое достоинство почти что мертвое, все висит на волоске. Какая разница между смертью и жизнью? Я отказываюсь закрывать свой рот сейчас. Я здесь не для того, чтобы распространять дурные вести. Они еще не победили. Так что выбирайте, вы получили контроль или нет. Я букашка, но они слушают меня. Друг, я не боюсь пойти против раздробления. И я призываю всех тех, кто борется, присоединиться к нам в борьбе. Мое сердце плотно закрыто. Так оно может выжить. Живя так, я могу сохранить свою шкуру, которая все, что у меня осталось. Это узы, которыми мы связаны. Моя душа — пустая оболочка. Я хочу чуда, которое заставило бы нас проснуться. Я хочу чуда, что заставит нас всех подняться. Не ждите ничего от судьбы. Все, что нам надо, чтобы земля содрогнулась. Я буду говорить и действовать, и не остановлюсь. Моя поэзия проникнет вам в душу, и если она входит не через нужное отверстие, используй вазелин, приятель. К черту! Давайте уничтожим их всех! Несмотря на эти грозные события, давайте не сходить с ума. Президент Деларуа уходит в отставку. Мы просто как Кавала и Деларуа, когда они приняли больше нормы. — 34 смерти. Первая победа аргентинцев над глобализацией.
Карлос Менем выходит из борьбы в последнем туре президентских выборов 2003 года. Нестор Кирчнер выбран новым президентом Аргентины. Информация, содержащаяся в этом фильме, получена из официальных международных источников и источников Аргентины.